Субботним утром, когда серое небо нависало над Мюнхеном, Грета Мюллер закончила очередную смену в маленьком кафе на окраине города. Уставшая, с болью в спине, она шла по улице к своему дому. Ее жизнь давно стала однообразной. Работа, дом, редкие звонки от соседей. Все, что у нее было — скромность и память о тех, кому она когда-то помогла. Она уже собиралась заварить чай, когда услышала за окном мягкий рокот мотора. Перед ее стареньким домом остановился черный Мерседес-Бенц. Машина выглядела так неуместно на этой бедной улице, что Грета на мгновение подумала, будто ошиблась адресом. Из автомобиля вышли двое мужчин. Один — высокий, в дорогом пальто, с аккуратной бородой и умным взглядом. Второй — чуть младше, с живыми глазами и легкой улыбкой. Они переглянулись, словно перед важным шагом, и направились к двери. Грета насторожилась. «Да?» — спросила она, приоткрыв дверь. «Госпожа Мюллер», — произнес старший из мужчин, — «вы, вероятно, не помните нас». Она нахмурилась, пытаясь вспомнить. Голоса казались чужими, но в интонациях было что-то знакомое, теплое. 17 лет назад, — продолжил он, — зимой возле ресторана «Золотой олень» вы накормили двух мальчиков. Они прятались от холода и голода. Вы вышли к ним с пакетом горячей еды. Мир вокруг словно замер. Грета почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Это вы?» «Да», — кивнул мужчина. «Меня зовут Эмиль, а это мой брат Томас. Тогда мы потеряли родителей. Вы были первым человеком, кто не отвернулся». Слезы выступили на глазах Греты. Она вспомнила ту ночь, как выбежала в метель, как двое мальчишек дрожали под остановкой, как еда в их руках казалась чудом. «Но что с вами было потом?» «Я искала вас», — прошептала она. «Нас подобрали сотрудники приюта. Потом школа, потом университет. Нам повезло. И все это благодаря вам. Мы часто вспоминали ту женщину, которая принесла еду, не спрашивая имен». Младший брат протянул ей конверт. «Мы хотели поблагодарить вас. Это не просто деньги, это дом, который вы заслужили. Вы больше не будете работать ночами». Грета смотрела на них, не в силах вымолвить ни слова. «Но зачем? Я ведь просто дала вам ужин». Эмиль мягко улыбнулся. «Иногда один ужин может спасти чью-то жизнь. Вы дали нам не еду, вы дали нам веру, что доброта существует». Он сделал шаг ближе, обнял ее. «Мы никогда вас не забывали, фрау Мюллер. Сегодня наша очередь вернуть добро». Грета не удержала слез. Впервые за долгие годы она почувствовала, что не зря прожила жизнь. Перед домом все еще стоял черный Мерседес, отражая тусклое осеннее солнце. А в сердце женщины, когда-то накормившей двух замерзших сирот, наконец стало по-настоящему тепло.